Всем привет! Сегодня будем готовить вместе с вами очень пышные и вкусные оладушки. Будем готовить на кефире, также можно заменить и сметаной, но они получатся не такие воздушные, но очень нежные и мягкие. Так что делайте на свое усмотрение. Сегодня мы будем делать на кефире. Кефир должен быть обязательной комнатной температуры, а лучше слегка его нагреть, чтобы он был таким тепленьким, ни в коем случае не до кипятка, еле-еле тепленький, приятный на ощупь. Яйцо, соль и 1 столовая ложка сахара. 1 ложку, не больше, так как потом при выпекании оладьи могут опасть. При желании можно добавить еще ванильный сахар либо ванилин. Перемешиваем все венчиком. Частями просеиваем муку и добавляем в тесто. Тесто должно получиться довольно густым. Если будет жидкое, будет растекаться при выпекании. Вот такой консистенции должно получиться, еле-еле стекать с венчиком. А в самом конце добавляем соду. В ложку муки всыпаем соду. Перемешали недолго, чтобы распределилась сода по всему тесту. Оно начнет потихонечку пузыриться. Тесто мы больше не трогаем. Разогреваем сковороду. Покрываем хорошо дно растительным маслом, не жалейте. Хорошо разогреваем и примерно по столовой ложке формируем, выкладываем оладьи. Тесто выкладывать в масло можем с помощью кондитерского мешка, либо с помощью 2 ложек. Чтобы тесто хорошо отлипало от ложки, ложки можно мочить в воде. Подрумяниваем с одной стороны при небольшой температуре. Обязательно накрываем крышкой. Если на крышке собирается конденсат, протираем салфеткой. Если делаем оладьи без начинки, тогда просто переворачиваем на другую сторону и даем подрумяниться со второй стороны. Также можно сделать с начинкой. Я сегодня добавлю вишню. Сверху прикрываем небольшим количеством теста. И на небольшом огне подрумяниваем с одной стороны, прикрыв крышкой. При необходимости убираем конденсат. Когда с одной стороны зарумянится, выкладываем на вторую. Вот такие красивые оладушки у нас получились. Также тесто выкладывать можно с помощью кондитерского мешка. Аккуратно, не тревожив тесто, перекладываем в кондитерский мешок и с помощью него выкладываем тесто на сковороду.
Оладьи готовы. Вы только посмотрите. Они не дрожжевые, но как хорошо поднялись. Какие стали пышные, воздушные и очень-очень вкусные. Выкладываем их на сухое полотенце, чтобы стек лишний жир. Такие оладьи вкусные, просто так, со сметаной, с джемом, с медом. Попробуйте приготовить и накормить своих родных и близких. И если вам понравился мой рецепт, не забудьте подписаться на канал и поставить пальчик вверх.